Сегодня небольшой у нас разговорный формат. Поговорим о магнитолах Jansun и их типах и отличиях. То есть визуальное сравнение. Итак, существует несколько поколений магнитол Jansun. Первое поколение, которое вышло, оно было на Android 8.1. Это была гиговая версия Wi-Fi. Дальше была версия 2-гиговая, и Wi-Fi ее еще не было в первом поколении, была только с 4G, она шла на Android 6. Дальше было поколение магнитол на 4, но они уже не были в первом поколении, только во втором. То есть первое поколение это гиговая версия Android 8.1, и там была 2-гиговая версия 4G на Android 6. Дальше второе поколение магнитол Jansun, оно вышло, когда было у нас появился Android 9. Была такая версия 1 плюс 16 Wi-Fi, была версия 2 плюс 32 Wi-Fi, но с DSP, была версия 2 плюс 32 Wi-Fi, Android 9 и 4G. Они были другие на процессоре уже Intel, а те были на Mediatek. И 4 точно так же была на Android 9 и на процессоре Intel. Сейчас это самая популярная модель. Единственное, что поменялось, версия 1 и 2, они теперь на Android 10. А версии на Intel все равно сохраняют Android 9 P. Но кроме того, вышли еще эконом-версии, потому что рынок начал падать, люди стали беднеть. И появился рынок магнитол более эконом варианта, где устанавливаются процессоры уже Snapdragon. Это есть версия 1 плюс 16 на Android 8.1. Сейчас посмотрим, чем они визуально отличаются. У меня сейчас здесь лежат магнитолы, но начнем с того. Отличие идет визуальное в самих платах. Вот это первое поколение платы, это второе поколение платы. Как видите, они отличаются по цвету, хотя сами разъемы совпадают, но немножко задняя часть отличается. Другие процессоры, другие модификации. И более того скажу, что дисплеи не поменялись, они совместимы. Они совместимы с любым поколением и даже с любым размером. Прекрасно становится, например, с 10, можно легко на 9-дюймовую переставить. Вот наоборот, есть проблема, связана с расширением. Немножко не та яркость получается. Оно работает, но дисплей показывает немножко хуже, чем есть. Но в принципе ничего не изменилось по комплектующим. Тот же набор соединений, то есть это у нас для сенсора, это у нас подключение, идет вот это у нас подключение дисплея. Это вообще какая-то вот левая часть, возможно для чего-то, но она не используется в магнитолах. Возможно, есть вариант, где это чему-то присоединяется. Но в основном это сенсор, это дисплей. И вот, нет, вот это дисплей, это подключение кнопок подсветки. Вот это у нас сенсор, вот это по центру дисплей, а это не используется. Это еще у нас заземление на дисплее, оно очень важно. Это подсветка самого дисплея отдельно. Так, вот это что внутри. Теперь визуально посмотрим. Итак, вот это у нас магнитола. Видим здесь GPS 4G. На 1 4G плюс и на 1 4G минус. Это у нас Android 6. Первого поколения. Здесь используются 3 антенны для подключения. Вот она как выглядит сзади. Вот это у нас магнитола, получается, 10. Это у нас уже второе поколение магнитолы. Стандартная 2 плюс 32 Wi-Fi версия. Да, обратите внимание, вот здесь вот есть отличие по такому конденсатору. Они разных цветов в разных версиях. Посмотрели. Вот версия у нас, чем отличается нового поколения Jansun K1. Хотя на нового поколения, но эконом-версия. Немножко разместили по-другому задние разъемы, но сохранили вот эти все распиновки. Оно все одно и то же, ничего не менялось, перенесли в плате другое. Дисплей используется тот же, можно переставлять. И вот поколение второе. Это у нас версия 2 плюс 32 со встроенной сим-картой.
Разъем подключения сим-карты появился у нас сбоку. Вот он здесь находится. В предыдущей версии они были либо внешние, либо встроенные в середину. Причем одновременно две сим-карты. Здесь есть для 4G отдельная антенна и GPS. Непонятно почему, но в версии 4 плюс 64 у нас два разъема под 4G, и плюс и минус. В версии двоечки только один, второй просто заблокирован. И GPS. В принципе, они похожи. Но обратите внимание, ширина самой задней части стала больше и длиннее, потому что требует больше охлаждения. Здесь больше пространства, потому что процессор Intel, сами понимаете, требует больше охлаждения. Но вентилятор пока еще не установлен. Существует версия с вентилятором, но мы ее не возим, потому что она слишком шумная. Вот что касается магнитол Jansun и их разновидностей на сегодняшний момент. Они постоянно меняются, и иногда информация на нашем сайте, она не совсем корректная. Мы стараемся менять быстро, но, к сожалению, не все успеваем делать, потому что разновидностей, модификаций магнитол безумное количество. Поставляются они и отдельно, и как вообще это делается, я расскажу в следующем видео.